Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, приветствую вас на канале Таро Спирационы. Таро прогноз, гороскоп, ноябрь, первая половина ноября, первые 2 недели ноября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. У нас сегодня колода Golden Таро, Золотого Таро. И ноябрь — это у нас два направления: любовь и деньги. 9 числа кто-то может чувствовать раньше, особенно вы. Венера переходит в знак Весов. Венера и ваша планета-управитель, но в данном случае вы более приземленные какой-то реальности, мои дорогие, а Венера в Весах — это новые грани чувственности, и это новая алхимия близости, это что-то новое вообще в отношениях или даже уже в сложившихся парах. И это, знаете, как будто мы узнаем друг друга заново. И есть вопросы страсти, очень сильного влечения, может быть, к какому-то конкретному человеку, не обязательно, даже если вы человек семейный, это будет ваш супруг. То есть вот сама по себе любовь. Это будет активно проигрываться. И пусть это 9, но кто-то может чувствовать как раз и пораньше. Хотя начало ноября еще может быть эмоционально таким напряженно сложным, потому что все же октябрь у нас был коридор затмений. Но благоприятное событие то, что Сатурн 4 числа переходит из ретро в прямое движение. Больше ясности, больше понимания, больше порядка, больше четкости. И дальше у нас Меркурий 11 числа, а до 10 по 10 он будет в знаке зодиака Скорпион, в знаке противоположном вашему, это знак тайн, мистики. И если было что-то непонятно после 11 числа, с деньгами как раз будет что-то выравниваться тоже. Но это уже где-то с заходом на события до конца месяца, то есть на вторую половину ноября. Вот давайте мы с вами узнаем. Поскольку у нас ноябрь, время завершения каких-то бесконечных ожиданий или каких-то подвешенных ситуаций. Постепенно, плавно мы будем выходить из каких-то двусмысленностей. Давайте мы посмотрим главное событие. Достанем карту. События ближайшего будущего, то есть вот как раз эти 2 недели. А может быть у кого-то ближайшего дня. У кого-то может проиграться вообще за один день, смотря о чем нам скажут карты. Вот давайте, что для вас вот эти первые 2 недели? Вот так вот. Десятка мечей. По десятке мечей это, правда, прошлое. Но надо сказать, в вашем знаке зодиака, хотим мы или нет, до конца года еще 2 серьезные планеты, как Юпитер, так и Уран, до конца года, опять же, в ретро-движении. И знаете, вообще еще есть такой момент, что мы должны словно завершить то, что, наверное, прописано в небесных скрижалях. Назовите кармой, назовите судьбой. Как будто неизбежно мы должны были пройти через какую-то разрушающую ситуацию или какие-то тяжелые переживания или переосмысления, ну, словно расставание, может быть, у кого-то потерь, у кого-то еще какой-то свой конкретный минус. По десятке мечей нам говорят. И с этим нужно проститься окончательно, как будто оставить прошлое в прошлом. Но есть еще и в ноябре такие возможности, как, допустим, у вас была мечта какая-то, или были намерения. И это не только было в начале этого года. Может быть, какая-то история, словно может действительно вернуться с 18, 19, 20 года, о чем мы уже успели даже забыть. И здесь вдруг у нас появляются возможности решить тот или иной вопрос. Здесь не совсем про любовь, вот то, что я сейчас говорю. Здесь больше будет какое-то дело, которое мы можем осуществить. Или то, о чем мы мечтали, но прежде это словно уперлось в какую-то стену, и мы могли даже забыть. Так вот здесь появятся новые возможности. У кого-то это может проиграться. Мы говорим про любовь, да, как раз в ноябре. Это может быть какая-то ситуация и по личной жизни, когда нас, что-то разочаровало настолько, когда мы потеряли веру в людей. Хотя ведь вы люди очень дружелюбные, вы как раз на контакт больше настроены. Ну, видимо, не просто ложка дегтя была, а правда какая-то длительная, может быть, ситуация, когда я не знал, куда мне двигаться дальше. Я не знал,
каким образом мне, ну, вообще быть, да, или, может быть, это когда по десятке в этой колоде мечей, когда несколько сфер вашей жизни, они словно что-то разрушилось. И нужно принять было какую-то реальность, но она вас вот так обездвижила. Давайте я спрошу, что это может быть. Нам говорят закрыть в прошлое дверь. А тут вот смотрите, император. Видимо, была какая-то, вот как я сказала, такая судьбоносная ситуация для вас, мои дорогие тельцы, для того, чтобы вы изменили отношение к самому себе. Вы могли какого-то человека ставить на первое место, на первый план. Вы могли себе говорить, вот я не могу, мне это не дано, а вот он или она, а вот она, конечно, более талантлива, например, или больше возможностей, или больше способностей, или это в личной жизни, когда вы себя задвигали на второй план, а человеку вы могли в него вкладываться, уделять много внимания. В итоге мы потом все равно получили десятку мечей. По разным причинам, у каждого по-своему. Или это была еще какая-то разочаровывающая ситуация, когда вы участвовали в каком-то проекте, вам было что-то обещано, или как будто вроде развивалось неплохо, а потом тоже все равно закончилось десяткой мечей. Значит, мы что-то делали совершенно неправильно. Мы не видели себя в этом деле, мы не видели себя или допустили себя как будто на второе место поставить в отношениях. И теперь наша задача быть самим вот этим самым императором, держать все под контролем, изменить свой статус, изменить свое качество жизни. Вот эти самые разочарования, они были даны нам как богатый опыт. Понятно, что нам было очень тяжело, но вот теперь ход истории, на вашей личной истории, он как будто бы меняется. События ближайшего будущего. Вот смотрите, тут будет важно не сглупить. Это карта дурак или шут. И мы можем, знаете как, или может быть вы столкнетесь с человеком конкретным, который может привлекать ваше внимание и пытаться вас снова втянуть в какую-то авантюру, мои дорогие. Эта авантюра может не выглядеть как такова, но допустим, вы даже среди близких людей, вы кому-то помогали или участвовали в жизни кого-то, старались поддержать, и что-то не получилось, что-то разрушилось. И здесь может появиться новый проект. И где-то вы будете оказывать, точнее, эту помощь или нет, или отказать, как будто будет событие ближайших дней. Хорошо, если эта карта будет проигрываться как ваше новое начинание, мои дорогие тельцы. Но сглупить вы в чем-то не должны, это точно. Какой-то опыт свой прежний вы не должны повторить как будто заново. Не обновить какую-то наивность, не обновить, может быть, то, что даже из чистых побуждений, по нулевому аркану в том-то и дело, мы действуем из чистых побуждений и делаем глупость. Вот продумайте, что же это в вашей жизни. Я достану карту дополнительную. У нас рыцарь жезлов показан, значит, правда, придет какая-то информация, которая для вас будет, может быть, и неожиданная, или вам могут предложить что-то подобное. Ну, давай участвуй, соглашайся, надо решать вот прямо сейчас, а завтра будет поздно. У кого-то из вас это может касаться переезда или поездки. Здесь, значит, тоже нужно просчитать. Мы не должны, правда, ни в дураках отказаться, ни вот в таком обездвиженном состоянии. Посмотрите, как будто есть выбор у вас. И задача-то номер раз быть вот тем самым императором, который понимает, да, намерения мои должны оставаться в силе, мои желания, то, что я себе наметил или наметила, оно тоже должно быть на первом месте. Но взаимодействовать с людьми придется, может быть, кому-то и отказываться, или как-то корректировать свои планы. Вот к этому мы должны быть готовы. Для кого-то из вас вот та разочаровывающая ситуация может проиграться. Я не мог оформить какой-то документ. Или, может быть, закон что-то не позволял. А в первой половине ноября вы узнаете, что закон поменялся. Или чиновники поменялись какие-то. И для вас новая система иерархии дает возможность осуществить то, что прежде было как будто закрытым путем. Может это прийти и с приездом как будто человека к вам. Или вы вынуждены будете куда-то отправиться, чтобы на местности решать какой-то вопрос. Будьте на своей волне, вот от начала до конца. Не говорят по какой-то конкретной сфере жизни, хотя
Вопросы денег для вас будут, я бы сказала, очень важны. Император нищий не бывает, это понятно. Но если мы возьмем планетарно, мои дорогие тельцы, все-таки мы заявили любовь и деньги по этому видео. Про любовь мы уже сказали, это Венера, которая в знаке весов будет, и у кого-то вопросы отношений как раз и выйдут на первый план. А еще по деньгам нам говорят, что с 11 числа Меркурий перейдет в знак Стрельца. И для вас будет очень важно вторую уже, пусть половину ноября, условно перейти к планированию. Поэтому где-то и в первую половину не сглупить. Может быть, не поддаться на уговоры и начать участвовать в каком-то деле, которое, ну, вот для вас как что-то совершенно, знаете, с чистого листа. Есть такой момент, что мы можем поддаться какому-то импульсу, будет как будто много вдохновения, и будет желание, может быть, желание как и куда-то поехать или что-то изменить. Но мы определенно не должны просчитаться, как минимум в финансах. Давайте мы третью карту, может быть, и ближайшие дни. Восьмерка кубков. И нам говорят, что мы можем искать сложный какой-то или пытаться решить сложные вопросы, как будто выход мы найдем. Это будет нашей власти. Для кого-то из вас будут решаться вопросы, связанные с переездом или со сменой работы. И мы не должны, опять же, повторить какой-то опыт. С одной стороны, себя поставить на второе место, как будто подавать себя надо по-другому. Это не значит, что мы на чем-то настаиваем, да. Все-таки Венера в весах будет давать больше возможностей договориться, быть дипломатом. Больше ясности в каких-то делах ваших тоже наступает в ноябре. Но и подумать, что вот такая более определенная какая-то обстановка, которая будет складываться уже на второй неделе ноября, что так будет всегда, мы не можем. Мы не можем расслабиться, понимаете? Вы не можете расслабиться. Хотя это касается всех. И даже если вы что-то, как реорганизацию или поездку, или переезд вы задумываете, здесь нужно все просчитать. Давайте мы с вами спросим неожиданности этого периода. Что нам скажут карты? Итак, неожиданности. Неожиданные события. Правда, поездка какая-то, может быть, вам предложена. Для кого-то это помимо поездки шестерка мечей. Это карта всегда заслуженного успеха. И когда у нас хватает мужества идти вперед. Для кого-то из вас это может быть переезд совсем, вот если планировали, вы что-то можете переиграть. Либо в другую местность, либо будете рассматривать другое жилище, либо еще какие-то будут подвижки у вас. Хотя по карте есть такой вариант, что если мы говорим вообще о поездках, опять же, когда Меркурий, он как раз способствует как путешествиям, так и перемещениям, лучше вот планы все осуществлять во второй половине ноября. Хотя кто-то из вас может уже начать планировать и в первой половине ноября. Может быть, приходит это самое известие либо с человеком, либо это сама по себе какая-то возможность осуществить как и переезд, так и, может быть, поездку куда-то или смена работы. Но, повторюсь, себя на второе место не ставим. Давайте мы спросим. Я бы хотела такой вопрос задать, как что нам будет помогать вам, мои дорогие? Королева мечей. Это та, которая, ну, где-то про образ Юдиф. Это та, которая может отрезать в любой момент, сказать кому-то нет. Поэтому не бойтесь кому-то сказать нет. Ваша, наверное, основная задача, мои дорогие, тельцы, еще раз не попасть вот в такую десятку мечей. Может быть, кому-то наша ошибка в том и заключалась, что мы не умели вовремя сказать «нет». Вы люди лояльные, и вы чаще 150 вариантов продумаете, прежде чем кому-то отрицательно ответить. Вы проиграете, а чем я могу помочь, а как я могу поступить, а какие варианты в принципе существуют. А есть такие ситуации в нашей жизни, когда нужно примерить на себя и не допустить к самому себе какого-то риска. Для кого-то из вас это могут быть, что нам будет помогать? Забота о самой себе или самом себе. Для кого-то из вас могут проиграться вопросы, связанные с медициной, хотя не совсем по этой карте так идет. Но все-таки мечи часто бывает как
когда мы обращаемся, может быть, для того, чтобы о себе что-то узнать наверняка, в плане даже профилактики. Когда мы больше рациональны или больше логикой где-то пользуемся, вот это нам будет тоже помогать. Когда мы ищем какую-то правду, истину, и мы ее находим, люди могут где-то, ну, не совсем хитрить. Может быть, по карте нулевого аркана с нами и не хитрят, но мы можем, может быть, так будет подано какое-то предложение, которое выглядит, оно очень заманчиво, но если начнем просчитывать что-то, придем к выводу, нет, ну, по крайней мере, сейчас не время, или я должен этот вопрос, или должна детально как будто выяснить. Давайте, мои дорогие тельцы, все-таки я достану на личную жизнь, на отношения, на любовь вам карту ожидания. У каждого по-своему, и для тех, кто в паре, я могу сказать, что, ну, все где-то будет так же, как было до того. Сказать, что какое-то новое знакомство, или наоборот, как раз люди, которые из прошлого нам могут, которых мы ждали, словно о себе напомнить. И, может быть, ожидание затянулось, и кто-то из вас будет думать, ну, раз ты так долго или пропадал, или пропадала, то теперь уже время прошло, я сумел или сумела продумать эту нашу ситуацию, теперь уже я не хочу какого-то продолжения. Вот так вот тоже может быть. Но для большинства тех, кто в паре, те, кто в союзе каком-то, я не могу сказать, что будут большие перемены. Что про деньги вам подскажут карты? Карта Иерофант. Иерофант нищий не бывает. Очень примечательно, что у вас выпадает вместе с императором. Вообще действовать надо по традициям. И действовать это надо по закону. Любую ситуацию денежную вы можете как раз согласовать или осуществить. У кого-то, например, если в планах закрыть кредит или получить, наоборот, какой-то ипотечный кредит или, ну, какие-то финансовые операции, которые связаны с банками, или это может быть имущество, вы тоже что-то оформляете через, обращаетесь к чиновникам, да, может быть, и отчасти где-то и к юристам, такое может быть, мы должны что-то узнать наверняка, но тут тоже как будто есть возможности сделать что-то по закону, по правилам, в чем-то не ошибиться, разобраться в чем-то детально и в то же время себя подстраховать. Для кого-то из вас, пусть это на деньги, это может быть и помощь человека, отчасти так. Для кого-то из вас, словно по судьбе, какое-то предложение приходит, и нам следует его рассмотреть. По карте Иерофант мы готовы учиться чему-то, и у кого-то это совпадет как обучение новой специальности, а для кого-то из вас, мои дорогие, вот тот человек, которого вы долго ждали, с семеркой, да, пентаклей, я об этом сказала, вдруг словно воскресает в вашей жизни и говорит, я хочу, допустим, давай мы с тобой будем венчаться, да, продолжать наши отношения и оформлять их, переводить словно на новый уровень. И такое у кого-то тоже может в ноябре проиграться. Главное, не сглупить. Вот это среднее арифметическое между что стоит делать и чего делать не стоит. Определенно будете решать вы. Давайте карту совет. Как-то у вас очень интересно, мои дорогие тельцы. На начало ноября. Как будто много возможностей, понимаете? И правда, что-то встает на свои места. И в то же время вот ошибиться в чем-то телец не имеет права. Надо быть реалистом. Совет. Какой-то итог вы подводите. Вот это интересно. Действительно, тут и Иерофант, и Император, и еще старший аркан Мир. Интересная очень прорисовка в этой колоде. Посмотрите, нам показана девушка, женщина, которая своим плащом укрывает людей. Это словно высшие силы нас берегут. Вот в этой карте, в этой колоде Золотого Таро есть такое значение. Но вообще это итоговая карта, 21-й старший аркан. Поэтому в чем-то вы будете ставить точку или окончательное решение принимать. Как по отношениям, так и может быть проигрываться, если опять же имеется в виду какое-то перемещение, переезд или смена работы, чем я буду заниматься. Есть как итог, когда вы получаете, может быть, уже какие-то бонусы, дивиденды за проделанную работу.
И есть элемент неизбежно какой-то перезагрузки. У вас все-таки, посмотрите, нулевой аркан, это самое начало. И 21-й это как будто завершение. В первые 2 недели ноября, ну, знаете, вы как будто будете анализировать за последние годы всю свою жизнь. И приходить к выводу, в чем я ошибался, или что я сделала не так. И вам точно не захочется где-то еще раз вот оказаться в такой обесточенной ситуации, когда буквально я не мог даже изменить обстановку или от моих действий мало что зависело. Поэтому полный вперед у вас, но в очень каком-то продуманном режиме. Что-то важное будете решать в первой половине ноября, мои дорогие тельцы. Но это все неспешно. Нет какого-то галопа. Ни по карте Иерофант, ни по карте Император. Никто никуда не спешит. Важные темы нужно обдумывать в одиночестве, а важные решения принимать не спонтанно, а где-то анализируя между прошлым и будущим. И тогда у вас все осуществится. Успех как будто к вам придет, и это будет заслуженно. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.